Здрасте, багажник нужен? Нет, не нужен. Морской пехоты? Да, верно. Пристегнитесь. Это что, вот Киа, да? Что, простите? Машина Киа? Kia, да. Киа. Да. Как машина? Так, значит, в целом вообще общая характеристика или там для работы, или Да нет, вообще как хозяйство вообще? нормальная. Ну, собственно говоря, немножко столкнуться с кризисом запчастей. Ну, это все столкнулись сейчас на данный момент. Да, вот, ну а так... Друзья, в эти непростые времена есть выходы для того, чтобы заработать денег и как-то пережить трудности. Если вдруг вас уволили с работы, либо сократили, либо по каким-то причинам вы лишились дохода, вы всегда можете, и у вас есть личный автомобиль, вы всегда можете воспользоваться тем, чтобы поработать в такси, временно или постоянно. Пожалуйста, мы всех приглашаем. У нас очень крутой парк, у нас реально моментальные выплаты, у нас офигительная служба поддержки, и мы подключаем в течение вот такусеньки короткого времени. Всех приглашаем, все, кто нуждается, и все, кто планировал работать в такси, приходите к нам, обязательно мы всех накормим, обуем и обогреем. Не грустите, все будет хорошо. Удачи! Как сам автомобиль меня очень устраивает, особенно, что я купил его за год до подорожания, и получилось удачное вложение денег. Если я сейчас, например, продам, то я буду в плюсе, несмотря на то, что я на ней 2 года езжу. Сейчас их угоняет еще. Как зовут его? Что? Зовут как? Евгений. Дмитрий. Сейчас угоняет эти машины, потому что с запчастями проблема. Второе, то есть они подорожали, 2. Соответственно, то, что раньше даже не угоняли, угоняют сейчас. Вот. То есть раньше Мерседесы и BMW, а сейчас угоняют все. Особенно Солярисы, которые вот, таксисты, для такси покупают. Как такси-то зарабатывать сейчас? Как и всегда, если работать, то зарабатываешь. Если не работать, то не зарабатываешь. Так на ты можем, да? Ну, если вам спросили, можно. Нет предрассудков по этому поводу. Ну, я имею в виду, вообще народ-то ездит в ситуации сейчас? Конечно, ездит. Так, вы смотрите, просто видите, это же действительно удобная услуга, и она не стоит, как там 20 лет назад, каких-то космических денег. И уже приучили к этой услуге, и люди уже нормально к этому относятся и спокойно выделяют бюджет на либо такси, либо каршеринг. Но если нет там желания ехать самому за рулем или там не знаю, прав нет, да, берешь такси, и это недорого. Ну, то есть это можно потянуть вполне себе, несложно. Ну, а так вообще заработок какой? То есть полноценно, да? То есть, да? Трудиться, да? Что выходит за месяц? С какой целью интересуетесь? С какой целью? Зачем? Ну, интересно просто. Интересно. Да, может я пойду в таксист. Ну, вы назовите сумму, а я скажу, рядом, не рядом. Ну, 100 выходит вообще? Ну, если упорно работать на своей машине, то да. 100 такая. Ну, 100 сейчас еще 100. И не все хватит на эту 100. Семья-то есть? Да. Жена, дети? детей, да. Ну так сколько насосов-то? Детям дай, в школу дай, в садик дай, да? Жене тоже дай, так? Да? О, ясно. Ну, 100-то сейчас, 100 это так. Что? Маловато. Ну, а что, какие варианты? Типа, есть альтернативы какие-то шикарные, где больше денег? На самом деле, 100 тысяч это очень неплохие деньги по стране. Ну, я тебе так скажу, вот знаю ребята из Узбекистана, они за эти 100 зарабатывают, то есть и дворником, и настройкой. Вот. Ну, нет, ну хорошо, то есть, и что? Ну, альтернатива-то вообще всегда есть. Есть, конечно. Ну, нет, альтернатива в этом в этом финансовом коридоре, а больше-то, была альтернатива бы там 200 тысяч. Есть, Евгений. Ну, где, например? Больше. Ну, вот назовите просто мне. Вот я, допустим, владею строительной компанией, то есть я, скажем так, у нас есть
несколько учредителей, да? Вот. Я один из учредителей строительной компании. Вот. Ну, допустим, вот, если ты... Сейчас я покажу, что мы строим. Мы трудимся с «Газпромом», с РЖД и так далее. Ну, это вот мы построили вот этот вот объект. Вот этот вот тоже мы. Ну, это серьезная компания, которая, в принципе, и госзаказы берет, и разнообразные другие объекты. Вот на данный момент у меня освободилась должность, скажем так, старшего менеджера или там супервайзера, как хочешь называй. То есть, который, в принципе, выполнял свои обязанности, свой функционал. Так. А до этого где трудились? Я? Да. Ну, у меня были свои какие-то небольшие коммерческие предприятия, которые успешно прогорели. Поэтому всегда занимался какой-то коммерческой деятельностью. Стремился заработать деньги, в общем. Вот так. Ну, то есть про бизнес все знаешь, да? То есть, там, не все, переговоры, я имею в виду, провести это переговоры, понятно, то есть заключить контракт там, да. и Да, в принципе, да. Коммуникативные навыки налажены. коммуникативные, да, и так далее есть. Дело производства тоже. Вот у меня на данный момент, то есть место. Заработок там получается, зарплата от 300 до 500, в зависимости от того, как будешь трудиться. Если, то есть, толковый, как бы, и есть, скажем так, мозг, то, естественно, то есть, можно зарабатывать нормально. Вот. Так вы предлагаете мне эту вакансию? Ну, я могу предложить, конечно. Если... С зарплатой от 300 до 500? Нет, ну, во-первых, надо прийти на собеседование, это раз. Я понимаю, то есть, я поговорю потом, то есть, поговорит, то есть, отдел кадров и так далее и тому подобное. То есть, соответственно, ну, все в твоих руках, скажем так. Вот. Вообще, на самом деле, очень необычно. А вы уверены, что... Ну, я же сел, я же говорю, ты спросил про проекты, ты сказал, что коммерческие проекты. Суть-то не в том, что кем-то работаешь, суть в том, чтобы ты реализовал себя в том, что тебе дает жизнь, скажем так. Так, хорошо. Можно стать кем угодно, хоть космонавтом. Сколько раз я летал во сне. Я осуществлял стыковки и расстыковки. Я выходил в открытый космос. Главное только желание, правильно? И что от меня требуется в итоге, когда приходи, ничего, я с удовольствием На приду. данный момент, то есть, нужно прийти на собеседование, вот, в нашу фирму, Хорошо. и пройти собеседование. Когда? Ну, сегодня, получается, у нас суббота, а в понедельник. Хорошо, скажите, куда, во сколько я приду с удовольствием. На какую зарплату легко. В понедельник нужно будет прийти на станцию метро площадь Александра Невского, вот, на вокзал, вот. Естественно, быть хорошо выглядеть, Хорошо. хорошо беседовать и, то есть, взять с собой документы. Вот. Ну, все необходимые, которые там, наверное, для отдела кадров. Хорошо. Вот. Как раз и так. А там дальше welcome в нашу компанию. Отлично. Прекрасно. Есть еще один момент, единственное, что раз у тебя есть как бы желание на такую зарплату, то есть у нас есть тоже определенный момент. Здесь остановлюсь, ладно? Да. Нужно, то есть, отправить депозит, что у тебя, то есть, намерение серьезное, ты будешь точно и вовремя, потому что на твое место, то есть, сам понимаешь, такую зарплату, то есть, ты не один, то есть, там какой-то отбор идет. То есть, Так, сейчас, секунду, у вас без нал тогда, просто закрою поездку. Ага. то есть, чтобы понять, что у тебя серьезный подход, то есть, нужно будет положить на депозит 20 тысяч. Вот. Так, не понял. И, ну, я имею в виду, что ты пришел точно, что я знал, что под тебя, то есть, определенное время, то есть, назначено было, потому что время – это деньги, время – это дорого, сам понимаешь. Я должен дать вам 20 тысяч. Они возвращаются, ты приходишь на собеседование, проходишь его, то есть, они тоже возвращаются. Так, стоп. То есть это до собеседования надо сделать. Ну, естественно, да. А если я не приду на собеседование, то эти деньги сгорают. Ну, естественно, да. А, ничего себе. Прикольно. А если я... Нет, ну, желание же есть такую зарплату получать? Есть разница 300 и 20, да? У меня нет с собой 20 тысяч. Есть другие возможности. Можешь перевести, то есть мне, допустим, не знаю,
домой заехать. Можно, допустим, до вечера как-то решить вопрос. И, соответственно, я буду знать точно, что я определяю для тебя определенное время, то есть ты приходишь на собеседование. Это, я, честно говоря, первый раз с таким сталкиваюсь. Спасибо, нет, спасибо за предложение. А вы со всеми так работаете? Ну, я же объясняю, время – это деньги. Соответственно, чтобы не терять время, то есть не свое, не своих как бы, то есть, людей, соответственно, то есть, ты отправляешь деньги, я знаю точно, что ты придешь. Потому что 20 – это 20, правильно? То есть потерять их тоже ты не захочешь, правильно? Соответственно, то есть я тебе назначаю время, ты приходишь и проходишь собеседование. Деньги тебе возвращают. То есть в любом, как бы, в любом ключе, который проходит собеседование. Спасибо большое, но у меня нет 20 тысяч в принципе. Я еще не заработал, поэтому у нас не получится тогда провести собеседование, потому что, ну вот, этих денег нет. Дома их тоже нет, на карте нет, к сожалению. Вот. Не потяну я ваше предложение, так что извиняйте. Ну, поэтому у нас все и плачутся, что работы нет, зарплаты маленькие. А я не плачу, меня все устраивает. А я не про то, я имею в виду... Ну, я понял, о чем вы, да. Я имею в виду, то есть, ну, могу даже сделать предложение, подумать до вечера. Не, я уже подумал. Нет денег. Ну, где подумать? Я пришел бы на собеседование, ну, нет денег. Сумма-то большая. Ну, есть, мне что, в кредит взять или у друзей просить? Я бы попросил, не знаю. Да? Если бы мне такое предложение сделали в молодости, скажем так, я бы, то есть, не думаю. Я уже не молод, мне 43 года. Сумочку не забудьте только. Это еще молодо. Да, ну, хорошо. Ну, всего хорошего. До свидания. Вот это номер! Если... Как в той поговорке, если б я коня, да? Это был бы номер. Если б конь меня, я бы, наверное... Да, это, короче... Где? Нет, на самом деле, помните, раньше были разводы лет там 20 назад. Кто-то, может, застал такие. Значит, рекрутинговые компании, вы приходите к ним, они говорят, блин, у нас есть, значит, консультация, типа, стоила там, ну, 500 рублей. Ты приходишь, они тебе говорят, типа, вот там, на какую-то должность, неважно какую, там, ну, такую же менеджера по продажам какую-то. Ты платишь эти 500 рублей, тебя отправляют в контору, типа, тебе продают информацию по вот вакансии. Ты приходишь в эту контору, с тобой какая-нибудь девочка проводит собеседование, и потом говорит, ну, спасибо, вам перезвоним. Ты уходишь, и все. Понятно, да, схема? То есть там 100 человек в день пришли, по 500 рублей, это там 50 тысяч, и все прошли нахер. И вот таким вот образом разводили. Видимо, это такой же развод 2.0. Ну как, да? Грамотно, блин. Я не знаю. Я в шоке просто. Надо же такое придумать. Это же надо придумывать такое. Это сколько времени надо потратить, чтобы такое придумать. И если такое ходит, значит, с кем-то это работает. Прям вот с кем-то это работает. Дайте 20 тысяч, приходите на собеседование. Ну, прикалываетесь, да? Я пришел, собеседование не прошел. Или вообще нет там никакого офиса и так далее. Я же проверить не могу. Дал бабки чуваку, и он, блядь, сквозанул. Вообще, конечно, как говорится в той, сука, песне или поговорке, за***то девки пляшут. Блин, я не знаю, во всем ли мире так или только у нас голь на выдумке хитра. Ну, голодранцы, да, на выдумке хитры. Чего только не придумают. Просто... или что скажете, надо было 20-ку-то заслать, сходить на собеседование, со скрытой камерой, контента напилить. Да. Обалдеть. Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши.